Что если я вам скажу, что существует карта памяти, которая может значительно улучшить качество ваших фотографий? С ней фотографии станут не просто качественнее, но и интереснее. А самое главное, стоит она просто копейки. И нет, это никакая не шутка и даже не магия. Ну что, интересно? Меня зовут Станислав Иванецкий, заваривай чай, сейчас все расскажу. Эта карта памяти просто своим существованием решает сразу кучу разных проблем. Еще до того, как вообще ты, в принципе, вставил ее в свой фотоаппарат. Обязательно смотри это видео до конца, так как, возможно, эти проблемы мешают тебе, но просто ты еще об этом не знаешь. А раньше, до того, как мы начали фотографировать на карте памяти, ситуация была заметно лучше. Но потом пришла цифровая эра, и все поменялось. Стало проще, но в художественном плане стало гораздо хуже. И, кстати, современные производители эту самую волшебную карту памяти просто перестали выпускать вообще. Придется брать ее БУ или на Алиэкспресс, но не волнуйся, стоит она сущие копейки, не буду вообще долго ходить вокруг да около, и вот она. И нет, производитель тут вообще не важен, важна лишь цифра. И да, это не ошибочный какой-то кадр, это 2 гигабайта. Тем, кто все же досмотрел до этого момента и не выключил, я объясняю. Речь, конечно же, идет не про репортажное полевое, хотя, в принципе, оно и тут, эта тема тоже будет работать. Я говорю про художественную съемку и даже, да, про коммерческие съемки тоже имею в виду. Вы спрашиваете, какого черта вообще, какая нафиг 2 гигабайта, сколько вообще туда фоток может войти? Я за съемку делаю 1000 кадров, и многие скажут, и да, собственно говоря, в этом и есть основная твоя проблема. Заметил эту проблему я давно, так как обычно людей обучаю уже больше 11 лет. В первую очередь учу людей правильно учиться фотографии, изучать фотографию. Этот базис, и без него вообще никак. У меня больше 3000 учеников, и нет, это не так, что провел одну консультацию онлайн, и вот у меня уже есть один ученик. Нет, у меня больше 3000 человек, учились больше месяца, виделись мы почти что каждый день, и по сути это было полное погружение в процесс совершенствования навыков по фотографии. Так что примеров и опыта у меня в этом плане очень много. Кстати, если вам нужна консультация онлайн, пишите мне в любую социальную сеть, обсудим любые вопросы по фотографии. Также у меня есть онлайн-курсы по фотографии, все ссылочки, все самое интересное вот под этим видео, там потом посмотрите. В общем, проблема эта очень серьезная, и мы можем разбить ее на несколько блоков. Но большая просьба к тебе, с учетом нынешних реалий, очень нужна твоя поддержка, лайк, комментарий. Уверен, многим было бы вообще интересно узнать лично о твоем мнении, что тебе помогает в творческих съемках. В общем, без этого всего видео на YouTube сейчас никому просто не показывается, и уже просто руки опускаются вообще что-либо делать. В общем, надеюсь на твою поддержку. Итак, первый блок – это отсутствие ограничений. И это главный враг всех начинающих фотографов, и не только фотографов. Это, собственно говоря, отсутствие границ и рамок, как бы странно, собственно, это не звучало. Да? И, кстати, в этом болоте вязаны даже опытные фотографы, порой, особенно когда дело доходит до творческих съемок и так далее. А ведь чем жестче рамки, тем понятнее цель. И я уже слышу возражение. Цель-то понятно, нужно идти снимать, собственно, добиваться этой цели. Сейчас пойду, наснимаю 1000 кадров, уж точно что-нибудь выберу. Значит, стоящее, чем по-любому что-нибудь будет. Увы, с таким подходом не выберете. Снимая все, вы, по сути, не снимаете ничего. Но если у тебя всего 64 кадра на всю съемку, расходовать ты начнешь их очень выверенно и с умом. А почему? И тут встает вопрос, а сколько вообще кадров тебе нужно со съемки? Какое количество? 1, 5, 10, 100? Как вообще это понять, да? А все очень просто, это зависит от того, куда пойдут эти фотографии. По сути, от платформы, где ты будешь предоставлять своей аудитории. Даже если у тебя 100 разных отличных кадров, абсолютно разных и уникальных, ты все равно все показать их не сможешь. Аудитория просто не вытерпит столько за один раз. А у любой социальной сети есть свои ограничения. Например, в Инстаграм у нас карусель больше 20 фоток не вылазит. В пост ВК там что-то, по-моему, не больше 10. Качественный фотоальбом свадебный обычно это где-то 25 разворотов. Это примерно там 50-70 фотографий. И ведь важно, чтобы фотографии были разнообразные, а не так, что вот тут вот так вот гоу, здесь вот так вот гоу. Типа это одна и та же фотография. То есть нет, это должны быть разные кадры, история, последовательность планов и так далее и тому подобное, чтобы смотреть было интересно. Ну, а если снимаешь не для себя, а клиент не знает, сколько кадров ему надо, что делать? Спроси, куда пойдут эти фотографии. Например, это фотосессия для блогера, типа личный бренд, да. Он говорит, мне надо фотографии на месяц. После я выкладываю, там, не знаю, каждые 2 дня по одной фотографии. То есть, вот, собственно говоря, берем мы месяц, 31 день, раз он одну фотографию в 2 дня выкладывает, делим 30 на 2, получается, нужно 15 фотографий. То есть, нужно обязательно уточнить у него, они будут квадратные для инсты, 4 на 5 или горизонтальные. То есть, вот, нужно ли сторис, спроси. Наверное, надо будет обязательно каких-нибудь пару анонсов делать вертикальных. Вот так получается, что тебе нужно конкретное количество фотографий. Вот, и ты точно знаешь, сколько тебе нужно их сделать. Вот, собственно говоря, их и нужно снимать.
а не миллион кадров, типа, на месте сейчас пойду, разберусь, потом получу кучу однообразных кадров, которые не подходят, выбрать не из чего. То есть, в целом, ничего нового я вам не сказал. Это упор на качество, а не на количество. Снимай конкретно продуманное заранее, не придумывай на съемке. Вроде бы очевидно, но подавляющее большинство так почему-то не делает. И да, сразу же отвечу тем товарищам, коммерческим фотографам, которые мне скажут: ну, мои клиенты, они такого не поймут, им надо много фотографий, они за это деньги платят, чтобы потом самим повыбирать, да у меня, допустим, один взгляд, у них другой взгляд, то есть у клиентов они что-нибудь другое выберут. То есть если твоим клиентам важно количество, то есть если количество важнее, чем качество, это хреновые клиенты. Главная беда таких клиентов в том, что они придут к тебе за собой таких же проблемных клиентов. То есть времена бомбил, они в принципе все прошли. То есть весь низкобюджетный, супер низкобюджетный сегмент фотографии, его сожрала нейросеть. То есть нормально зарабатывать будут те только, у кого есть свое видение, есть свой стиль, определенный подход. Ибо клиент платит не только за фотографии, да, и тот, кто готов платить хорошие деньги, тот обычно зарабатывает хорошие деньги. Эти люди знают, что время – это ценнейший ресурс. Им некогда тратить времени на кучу фотографий, разбираться в тонкостях. Они платят вам деньги, чтобы вы сэкономили их драгоценное время. Второй блок проблемы – это же как придумать разные фотографии. То есть главное, не придумывая на съемке. Дело это заранее. Но как это лучше сделать? Посмотреть в Pinterest? И нет, но об этом мы чуть попозже поговорим, почему Pinterest это плохо. Если мы точно определили, сколько вообще конкретно нам вешать в граммах, то есть сколько нам нужно фотографий, надо понять, какие они будут, и понять, что же должно быть вообще на этих фотографиях. То есть они должны быть разнообразные, желательно максимально разнообразные, без каких-либо повторов. Как, собственно говоря, избирать повторов? Ну, как минимум, нужно использовать разное кадрирование. То есть 10 фоток, где девушка стоит в полный рост, делает там ножкой, ручкой и так далее, то есть это просто одно кадрирование, это будет скучно смотреться, то есть, соответственно, это нам будет неинтересно. Что же делать? И на помощь нам приходит здесь кино. То есть, вернее, монтаж по планам. Возьмите, ну, любой, не знаю, хороший фильм, посмотрите и посмотрите, в какой последовательности используются там планы. То есть, есть схема в интернете, вот такая примерно, то есть, показывающая, какие планы бывают, какой план за каким лучше использовать. Поверьте, это очень хорошо работает в любом жанре фотографии. И очень важно, обязательно используйте раскадровку, как в кино. Да, и вообще в любом качественном, не знаю, видеопродакшене без раскадровки никогда ничего не снимают. Не обязательно уметь рисовать, просто для себя схематично, там, палка-палка, огуречек, набросайте эскизы, что будет в каждом кадре, то есть и точное количество кадров используйте. И во время съемки снимайте каждый кадр, который вы нарисовали, как будто, ну, то есть, чтобы было понятно, да, что проще, допустим, какие-то кадры в начале снять, какие-то кадры сделать в конце, то есть, и при этом вы ничего не забудете и не пропустите ни один кадр. И большой бонус, ты точно будешь знать, сколько времени понадобится, сможешь конкретно рассчитать, насколько бронировать студию, чтобы потом не бегать с горячей жопой, что что-то там не успеваешь и так далее и тому подобное. То есть, четкая конкретика, это очень важно. Раскадровка, это, знаешь, как карта, такая, знаешь, очень легко по ней следовать, то есть очень просто планировать, удобно потом все это на постпродакшене выбирать. То есть это прям вообще палочка-выручалочка, обязательно используй. Ну и третий блок проблемы. А что же снимать-то? Сама идея, то есть конкретный визуал. Самая частая ошибка, то есть заблуждение, это увидел какую-то картинку там классную, она тебя чем-то вдохновила, и ты побежал ее повторять. И самое хреновое в том, что бегут повторять не всю картинку, то есть один в один, да, то есть как там профессионалы создали определенный букет, да, то есть повторяют какую-то ее отдельную часть, либо одежду, либо позу и так далее, то есть и она просто может не работать в комбинации с тем, что вы к ней добавите. И, собственно говоря, на самой съемке уже начнутся вопросы по свету, по интерьеру, модель не может там повторить, стать то же самое, одежда не подходит и так далее и подобное. То есть мы получаем такой, знаете, эффект ожидания и реальность. Поэтому всегда ищите примеры того, что у вас будет конкретно в кадре, заранее, конкретно. То есть конкретный свет. Можете ли вы его потом повторить на месте? Если там такое оборудование, надо будет взять его в аренду или не надо будет взять, имеете ли вы вообще, ну, пользоваться весь сетап настраивать, все это очень важно, это надо заранее все продумывать. Качество съемки зачастую зависит не от ваших знаний или умений, а от подготовки. Чем тщательнее готовитесь, тем лучше результат. Запомните одну простую аксиому. Если съемка по времени занимает больше времени, чем подготовка, съемка просто обречена. И даже если вам повезло, что-то получилось прикольное, вам это очень понравилось, то это не гарантирует, что получится то же самое в следующий раз. То есть, скорее, будет наоборот. Поэтому заранее продумай свет, одежду и так далее. Есть нейросети, где можно сгенерировать фотографии, то есть посмотреть, как это будет выглядеть примерно и так далее. Это все очень легко и просто делается. И по поводу Pinterest, то есть где же брать идеи.
Pinterest — это, наверное, самое хреновое место, где это стоит делать. Это огромная помойка, где куча всякого мусора вперемешку и реально стоящими вещами. Куча фоток, которые уже давно вообще не актуальны, то есть они уже считаются моветоном. Если ты новичок, и тебе все новое нравится, все прикольно, поверь, это никак не улучшит твои фотографии, не улучшит абсолютно твой вкус и навыки. Насмотренность — это полная херня. Ты хоть обсмотрись мусора, вкуса не появится, и умнее точно не станешь. Вкус — это понимание, и оно от знаний напрямую зависит. И для этого надо изучать фотографию и живопись, изучать классиков фотографии, изучать метров, то есть современной фотографии, понимать, что и как, для чего они делают и делали. Просто глазеть на фотки — это вообще мало что даст. Прикрепил для вас специально список фотографов вот под этим видео. Нажмите, обязательно всех просмотрите. Поверьте мне, проверено на 3000 моих учеников. Итого подытожим. Заранее скоммунизди идею у признанных специалистов, продумай все аспекты, пойми, куда и как пойдут эти фотографии, определись с количеством фотографий, подготовь раскадровку, то есть эскизы всех кадров. И результат тебя реально просто очень сильно удивит, поверь, возможно, даже шокирует. И все это благодаря одной маленькой старой флешке. Ты скажешь, да, но почему все это нельзя сделать с флешкой на 128 гигабайт? А тут на сцену выходит соблазн. Да, собственно говоря, тот самый соблазн. А что, если я сниму немножко больше? А если я там вот все? А если то, пошло-поехало? То есть помни, чем жестче ограничения, тем всегда лучший результат. Это очень хорошо дисциплинирует и развивает твои навыки. То есть, собственно говоря, так мозг работает, в целом такова сущность людей, это невозможно победить. В общем, попробуй, это изменит твои фотографии навсегда. И тут еще есть два больших бонуса. Первое, ты сильно сэкономишь время при выборе фотографий, так у тебя уже они все выбраны в раскадровке, тебе надо лишь выбрать нужный дубль, который ты снимал по раскадровке. А также сэкономишь место на диске и не будешь забивать диск гигабайтами повторяющихся фоток. А цен на память сейчас, ох, какие кусачие. В общем, такие дела. Надеюсь, было полезно. С тебя коммент, если тебе, конечно, не сложно. Ну и до встречи в следующих видосах.